Я узнал, оказывается, что в России есть место, которое называют русской Швейцарией. И что меня удивило, эта русская Швейцария находится не где-то на Алтае, Байкале или на Кавказе. Оказывается, она находится в Подмосковье. В Подмосковье. Ну и, конечно, я срываюсь, чтобы увидеть подмосковную Швейцарию своими глазами. Начать стоит с того, что в Звенигороде живет 22 тысячи жителей. И это как бы не вся Швейцария целиком. Хоть, конечно, Швейцария сама по себе и маленькая. А вот с каким-нибудь швейцарским городом сравнение можно провести. Вот, к примеру, Монтрё, где, кстати, я был, у меня есть выпуск из Монтрё. Можете посмотреть, ссылочка будет в описании. Там 25 тысяч жителей. Что такое Швейцария? Это горы и озера. 60% страны – это горы. То есть они везде видны, практически отовсюду. И во все эти горы и озера интегрированы, как конструктор Лего, всякие городки, домики, заводики, банки. Ну, вы поняли. Вы знали, что в Швейцарии нет крупных городов? Даже столица, и та всего 280 тысяч человек. Кстати, какой город Швейцарии является фактической столицей? Вы можете сказать Цюрих, ну или Женева, но нет. Смотрите это видео до конца, я вам назову и немного расскажу о швейцарской столице. Почему же в Швейцарии нет крупных городов? Думаю, это очевидно. Как строить мегаполисы в горах или на озерах? Никак. Ну и зачем это вообще делать? Возвращаемся в Монтрё. Здесь, то есть там, из какого окна не высунься, будешь видеть озеро и швейцарские Альпы. Какой-нибудь местный богатей будет разрезать синюю гладь Женевского озера на своей парусной лодке, и все это будет удивительным образом сочетаться со снежными пиками гор, которые будут оставлять неизгладимое впечатление. Как добраться до Монтрё? Прилетаешь в Женевский аэропорт, садишься на поезд, и 30 минут, и ты уже, собственно говоря, в городе. И как добраться до Звенигорода? Электричкой. Где в Звенигороде горы? Их нет. Яхты? Их тоже нет. А что есть? Итак, городок расположился на берегах Москва-реки. Он привлекает внимание любителей природы. Чтобы ею полюбоваться, в Звенигород приезжали и жили в дачных домиках Пришвин, Танеев, Лопухины и Голицыны, строили загородные усадьбы. Именно здесь началась медицинская карьера известного русского писателя Антона Павловича Чехова. В городе сохранилось немало памятных мест, связанных с его именем. Дом, где он жил, больница, где он работал, любимые места, где он отдыхал. И впервые писатель здесь побывал в 1883 году. И вместе со своими молодыми коллегами-врачами успел попасть в отделение полиции. После того, как те навестили одного своего коллегу-врача в местной больнице. Молодые доктора начали хором петь песни, в результате чего были арестованы за нарушение тишины и покоя. Савино-Сторожевский монастырь – одна из наиболее известных достопримечательностей в Звенигороде. Основан монастырь был в 1398 году монахом Саввы. Сперва это была церковь Рождества Богородицы, выполненная из дерева, а позже, в начале 15 века, она была отстроена в камне. Во время правления царя Алексея Михайловича монастырь был обнесен стенами из камня. Внутри были возведены новые храмы, дворец и палаты государыни. Монастырь имеет богатую историю, привлекал внимание как ранее, так и сейчас. В 1812 году монастырь подвергся нападению французских войск, однако разгромлен не был. Поговаривают, что французскому полководцу Жену де Багарне во сне привиделся сам святой Савва, который запретил прикасаться к обители. Монастырь также могут узнать и поклонники кинематографа. Андрей Тарковский снимал одну из сцен фильма «Солярис» рядом с монастырем. Домик у пруда в начале фильма. А что же есть в Звенигороде, что есть и в Швейцарии? Одна из природных достопримечательностей Звенигорода – это озеро Глубокое. Его глубина составляет около 38 метров. Находится оно недалеко от города, в лесу. Добираться сюда несколько проблематично. Возможно, из-за этого здесь не так много туристов. Зато место популярно среди дайверов.
который не пугается холодной воды, температура которой достигает тут максимум 6 градусов. Также оно популярно среди рыбаков, так как здесь есть возможность поохотиться на окуня, леща, щуку и угря. Лично меня в этой местности очень привлекают сплавы на байдарках. Мимо Звенигорода проходит Москва-река, которая движется дальше по направлению в сторону, собственно говоря, Москвы. Ну и сам маршрут проходит вдоль различных небольших населенных пунктов, где есть кафе и магазины. А в конце этого маршрута будет музей-усадьба Архангельская, одна из моих любимых подмосковных усадьб. Возвращаемся обратно к сравнению со Швейцарией. Виноградники и виноделие. Среди них и виноградник с самым коротким названием в стране. У меня есть отдельный выпуск из Швейцарии, где мы как раз таки путешествуем и смотрим самые старые виноградники Швейцарии. В Звенигороде, к сожалению, такой роскоши нет. Ходили разве что разговор об открытии музея церковного вина при Савино-Сторжевском монастыре. Полагалось, что там будет представлена коллекция вин, которые использовались в богослужебной практике православной церкви. Но все это осталось в планах. История Швейцарии тесно связана с войнами, начиная с древних времен. Желающих присоединить эти земли к своим владениям всегда было множество. По этой причине на территории Швейцарии постепенно стали возводиться крепости и замки, многие из которых сохранились и по сей день. Замок Шильон, расположенный на скале, которая возносится над Женевским озером. Первое упоминание о нем датируется 1160 годом. Однако известным он становится только в 1816 году, после того, как писатель Джордж Байрон посвятил ему поэму «Шильонский узник». В замке Оберхофен и сегодня можно любоваться хорошо сохранившимся богатым внутренним убранством и необычным архитектурным стилем, не говоря уже о насыщенной истории сооружения. В плане замков и крепостей русская Швейцария будет поскромнее, но тоже найдет чем похвастаться. Есть в Звенигороде так называемый городок, остатки Кремля в центре древнего города. Когда-то здесь была крепость с надежными башнями, но на сегодняшний день от нее ничего не осталось. Здесь теперь Успенский собор, древнейший храм города, конец 14-го, начало 15 веков. Здесь сохранились росписи Андрея Рублева и Данилы Черного. С чем еще ассоциируется Швейцария? Конечно же, с горнолыжными курортами. На карте страны горнолыжки представлены во всех регионах. На курорты Швейцарии приезжают спортсмены со всего мира. Именно здешние курорты являются синонимом безупречного сервиса и комфорта. Есть ли горнолыжки в Звенигороде? Гор там нет, а вот горнолыжная трасса есть. Хоть ее протяженность и небольшая, всего 350 метров. Но она есть. Со швейцарскими склонами, конечно, не сравнится. На курорте Цермат, который является символом Швейцарии, протяженность трассы тоже 350, только километров. Но если вы только учитесь вставать на лыжи, можно потренироваться сперва и в Звенигороде перед поездкой в Швейцарию. Почему бы и нет? Помимо зимних курортов, та же Швейцария популярна и для тех, кто ищет курорты в другое время года. Среди круглогодичных тот же Цермат, который помимо горнолыжки привлекает внимание туристов рыбалкой и семейным отдыхом, где можно лицезреть природные памятники. В Звенигороде, несмотря на то, что это небольшой город, тоже есть места, где можно отдохнуть в любое время года. Если вы соберетесь в эти края, то здесь можно остановиться в Звенигород парк отель. Здесь есть и мангалы, и спа-центр, и спортивные площадки, и даже открытый бассейн. Звенигород. Откуда происходит название? Все просто. Звон колокола на сторожевой башне. Швейцарский город Берн происходит, по одной из версий, от медведя. Бар. Именно этот зверь был первым среди пойманных основателем города Бертольдом фон Церингеном. А еще в этом городе вывел свою первую теорию относительности знаменитый физик Альберт Эйнштейн. И вот как раз таки Берн и является фактической столицей Швейцарии. Ну как вам такой поворот?